Всем привет! Привезли транспортной компанией лодочный мотор Suzuki 40. 61 японский год. Посмотрим потом, какой это год по нашему. Ну, примерно 80-е года. Мотор весь в масле. Приехал не в обрешетке, а просто упакован в пленку. Очень повезло, что не обломало гидроподъем при транспортировке. Масло вытекло из бачка. Все полностью жирное, в масле. Это система Автомикс. Автоматическая подача масла. Вот в таком виде мотор приехал к нам. Что-то где-то откручено. Свечи откручены, непонятно что. Провода. Тут все отрезано. Крышка. И еще где-то колпак тоже лежит от него. В общем, попросили посмотреть, отремонтировать и покрасить. Пока еще ничего про него не знаем. Вот как он приехал, так и показываем. Мы его отмоем, проверим. Далее будем связываться с владельцем, говорить все, что нам не нравится. Насколько я понимаю, мотор долго где-то хранился и решили его отремонтировать. Ну что ж, начинаем проверку. В общем, проверили компрессию. Компрессия на верхнем цилиндре 8, на нижнем 8,5. Искра есть, но почему-то не работает замок зажигания. Отключив эту фишку, искра появилась. Пока еще не разбирались, в чем проблема. Куча проводов. Черное, да, масло? Черное отработанное масло в редукторе, но без воды. Почистил. Даем прогреться. Шумят подшипники немного. Карбюратор переливает. Термостата нет. В общем, сейчас мы будем смотреть карбюратор для начала, потому что карбюратор переливает, игольчатый клапан не работает. Снимем, посмотрим, что там. Для начала попробуем как-то стабилизировать работу мотора. Первый раз, когда мы запустили его, здесь были накручены холостые обороты, мотор начал газовать. А что делать? В общем, в карбюраторе грязь, разобрали карбюратор. Вот эмульсионная трубка. Внутри грязная, там не видно, правда. Блин. Угу. Ну, игла нормальная, правда, была залипшая просто, поэтому не работала. Сняли редуктор Suzuki. Тут такая эмульсия. Карбюратор почистили, мотор заработал. Теперь мы его разбираем. На вертикальном валу бензин. Сальники не держат. Редуктор был успешно разобран, разобрался без проблем, даже не пришлось греть. Все подшипники в хорошем состоянии, шестерни все целые, в очень хорошем состоянии.
Ничего не требует замены, кроме резиновых уплотнений, сальников. Крыльчатка в хорошем состоянии, видимо, менялась не так давно. А вот корпус водяной помпы придется заменить, потому что здесь присутствует глубокая выработка. Ну и крыльчатка, видно, что она менялась, совсем не потертая. Грибной вал не имеет биения. Редуктор моем и разбираем мотор дальше. Кстати, болты редуктора все разные по длине. И один болт вообще М9 вместо родного М8. Начали разбирать мотор. Добрались до верхнего сальника коленчатого вала. Сальник сильно изношен. Скорее всего, даже не менялся ни разу. Но вот состояние катушек очень хорошее. Состояние магнитов. Никакой ржавчины нет. И вот обнаружилась такая трещина. Вот здесь. Это болты крепления двигателя. Из-за коррозии сдавило алюминий. И образовались трещины. С одной стороны вообще болт видно. Нет куска алюминия. То есть этот участок нужно будет заваривать. Но нужно будет смотреть, куда пошла трещина. То есть сейчас мы это будем откручивать, и этот кусок совсем отвалится. А с противоположной стороны имеется один залом. Сейчас мы не сможем снять двигатель до тех пор, пока не погреем, пока не высверлим. Ну, в общем, тело болта зажато в коррозии. Выкрутили 5 болтов крепления двигателя. Такая здесь закисшая резьба. Болты выкручивались при помощи гайковерта, одновременно нагревая деталь. В данном случае это нога. Но все равно, даже при таком способе выкручивания, мы оставили заломы, болты сломались, не все получилось выкрутить. Двигатель у нас сейчас шевелится уже, но его удерживают длинные заломы. Один из них тот, который оставил владелец, а второй тот, который сделали мы. Здесь стенка при выкручивании сломалась, будем ее восстанавливать, варить. Сняли двигатель наконец, и теперь приступаем к его разборке. Но сначала нужно выкрутить или высверлить все заломы, для того, чтобы они не мешали разбирать. В данном случае на Сузуки здесь пластина, которую нужно снять. Сняли трубу настроенного выхлопа. Ее нужно было снять, так как болты крепления проходят через эту пластину.
Резьбы тоже закисшие, однако выкрутились легко, без нагрева, при помощи гайковерта. И вот, сняв эту трубу, мы увидели то, что здесь почему-то сломана перегородка. Попробуем ее восстановить. Итак, сняли пластину. Здесь сальники вертикального вала установлены. Все сальники потекли. Вот видно, сальник коленчатого вала тоже потек. Это не из-за старости, а из-за плохого бензина. Здесь анод для защиты от коррозии рассыпался. Разобрали двигатель. Присутствуют задиры небольшие. Будем решать, что с этим делать. В принципе, компрессия ведь хорошая. Систему автоматической подачи масла мы будем убирать. Собирать двигатель без нее. Глушить автомикс. Лепестковые клапаны в хорошем состоянии. Вот состояние коленчатого вала, состояние поршней. Подшипники шумят, верхний не шумит. Нижний сальник коленвала не работает. Средний сальник еще хуже, сильно болтается. Его нужно срочно менять вместе с подшипниками. Головку блока цилиндров придется снимать, потому что кроме этого залома здесь еще вставлен болт, не закрученный был. Другой болт тоже не закручен. У него здесь шайба болтается. Шайба болтается, но сам болт закис и не крутится. Короче, надо вскрывать, восстанавливать резьбы, смотреть, что там. Болты не крутятся здесь, поэтому будем греть, будут заломы, но потом восстановим резьбу. Сняли головку блока цилиндров. Теперь выкручиваем все заломы, которые были сделаны, которые мы сделали в процессе разборки. Здесь тоже анод развалился, уже выработал свой срок, а так состояние хорошее. Система охлаждения не забита. Прокладка головки блока тоже была целая изначально. Термостата не было.
Из блока цилиндров были выкручены два анода. Аноды будем ставить новые. Далее будем восстанавливать эту перегородку. Для этого попробуем пластину зажать на ее место и варить прям на месте, для того, чтобы ее не повело. После полной разборки и дефектовки двигателя мы можем определиться, какую сумму требуется вложить в ремонт, в восстановление данного лодочного мотора. Многие нас спрашивают, хотят отдать мотор в ремонт, а сколько будет стоить ремонт. Невозможно сказать конкретную сумму до тех пор, пока мотор не будет разобран. Очистили прокладку ГБЦ. Здесь коррозия, но это не критично. И присутствуют раковины. Головку шлифанем. Придется ее шлифовать. Каналы системы охлаждения чистые, не забитые. Все нормально. Блок цилиндров растачиваем. Разобрали также поворотный механизм. А в механизме гидроподъема, оказывается, отсутствовала одна трубка. На это мы сразу внимание не обратили. Увидели только, когда начали разбирать. Также там не было масла. Детали лодочного мотора полностью очищены от старого лакокрасочного покрытия. Теперь будем их мыть, грунтовать и красить. Но перед этим блок цилиндров будем растачивать, собирать. Редуктор тоже будем собирать и в сборе будет краситься. Отшлифовали шток гидроцилиндра, устанавливаем сюда вот этот маленький сальник. Здесь была манжета, но сальник не является уплотнением, а уплотнением является вот это колечко, которое мы тоже меняем на новое. Колечко установлено. Сейчас ставим сальник. Теперь можно, всегда менять сальники, манжеты вот эти вот. Ставим поршень. Все на месте. Как вы помните, лодочный мотор приехал к нам с уже снятым лакокрасочным покрытием в некоторых местах. Однако это покрытие было снято при помощи наждачного диска, который устанавливается на турбинку. И таким образом они сняли часть металла, что образовались ямы, которые после покраски будут иметь очень неэстетичный вид. На черном цвете под лаком это все будет выделяться. Показали это все владельцу, ну и приняли решение все это устранять. Получается перерасход материала, но чтобы сделать поверхность гладкой, придется постараться. И такие ямы с царапинами присутствуют на многих деталях. Сейчас мы будем менять подшипники коленчатого вала, а также средний сальник.
Не берет. Не берет. Давай. Есть, пошла. Получили все запчасти для редуктора и для двигателя. Гильзы расточены под ремонтный размер. Абсолютно все запчасти только оригинальные, как пожелал владелец. Также владелец попросил приобрести ему тахометр. Все прокладки, подшипники, все, что нужно для сборки. Revolutionary and efficiency, breaking the walls of technology. Right around town, going round and round. It's a dream come true for me and you. Just reach out high, 'cause you're riding with the best, a cut above the rest. Suzuki FI, made for you and I. Performance you'll agree, advanced technology. So reach out high with Suzuki FI. Come on and ride. Ready or not, it's coming real hot. The ride of your dreams, so impossible it seems. Suzuki's got the edge and reliability, perfectly designed for you and me. Начинаем сборку редуктора. Меняем все сальники и все резиновые уплотнения. Riding with the best, a cut above the rest. Suzuki FI, made
Редуктор собрали, он готов к покраске. Когда мы начали давать давление для проверки на герметичность, с этого стыка давление начало уходить. Однако после того, как мы закрутили болт с гайкой, давление уходить перестало. Это связано с конструктивной особенностью Suzuki. Пластина, которая называется корпус сальников, имеет здесь резиновое уплотнение на краю. И этот край никак не прижимается, если редуктор не установлен на Deadwood. Таким образом, закрутив болт с гайкой, мы эту пластину прижали, прижалось резиновое уплотнение, и давление уходить перестало. Все, будем красить в сборе. Предварительно обязательно обезжирим. А вот эта прокладка у нас не подошла. Почему-то она оказалась от другой модели. Но ничего страшного. Just reach out high with Suzuki FI. Come on and ride the Suzuki FI. FI. The Suzuki FI. Рабочий стол выглядит не кинематографично, но так всегда при сборке лодочного мотора, если он был полностью разобран, например, на капитальный или на косметический ремонт. Сборка уже приближается к завершению. Как обычно, мотор собирается долго, приходится искать болты, которые были сломаны, нарезать резьбы. На ноге пришлось делать 3 вертыша для крепления редуктора, так как резьбы были слабые. В связи с тем, что лодочные моторы иногда воруют, мы решили вместо Suzuki написать Hанкай, дабы снизить шанс кражи этого двигателя. Но пока еще не решили, что писать, 9.9 или 40. Теперь нам нужно подключить ямаховскую машинку дистанционного управления на мотор Suzuki. Так как владелец попросил еще машинку, но у нас только ямаховская, поэтому мы предложили ямаховскую. И сейчас будем ее сюда подключать. Вот у нас имеется новая машинка. Все, испортили новую машинку. Можно было купить сразу сузуковскую. И далее соединяем сузуковский разъем к ямаховской машинке. Ну, здесь не по цветам, здесь надо по схеме. Изоленту давай. Давай. Подсоединили дистанцию для проверки. Давай покажем. В общем, реле стартера отключено. В общем, мотор все время крутит стартером, потому что реле залипло. Так, это воздушная заслонка. При нажатии на ключ реле стартера заменили. Все. Искра поглянь. Давай сейчас чеку поставим, посмотрим искру. Все, искра работает. Первый запуск лодочного мотора
после капиталки. Тут у нас 0 моточасов. Сейчас посмотрим, как работает звуковая сигнализация при перегреве. Вот так. Датчик температуры работает, он устанавливается там на головку блока цилиндров. Что он показывает? Фу. Надо вытяжку включить. Тахометр не настроен. Бензин обкаточный. Немного его обкатаем. Мотор готов. Мы его запакуем и отправим владельцу, заказав обрешетку в транспортной компании. Будем надеяться, что доедет до Казани без проблем. Месяца 1,5-2 назад до находки доехал мотор с разбитым колпаком. Это был Тахацу 6, который мы ремонтировали. Причем он отправлялся в обрешетке, а до Новосибирска не доехала Yamaha 40 после нашего ремонта. Потерялась по дороге и, к сожалению, так и неизвестно, где она сейчас, что очень огорчает. Владелец сказал, что приобрел этот мотор за 37 тысяч. Итоговая стоимость ремонта, включая все запчасти, машинку дистанционного управления, тахометр и прочее, в сумме 87 тысяч. Мотор продавался по той причине, что предыдущий владелец не смог его разобрать для ремонта. Наломал болтов, понял, что не стоит связываться, и продал. На этом мы заканчиваем с покраской моторов, доделываем долги и принимаем моторы на косметический ремонт только ближе к зиме, в связи с большим объемом работ по обслуживанию и ремонту. Запчасти для этого проекта были приобретены в магазине «Водник», в том числе и тахометр по желанию владельца. Ссылки на магазины в описании под этим видео. Пишите, что вы думаете, есть ли смысл в таком ремонте или проще было приобрести БУ мотор по той же цене. Хотя БУ мотор это тоже кот в мешке. А может было бы лучше накопить и приобрести новый двигатель. Хотя ведь новые двигатели, говорят, уже давно пластилиновые и одноразовые. В общем, интересно ваше мнение. На этом мы заканчиваем. Всем пока.